Всем здорово, народ! Сегодня будем играть с вами в Deadlock за Венатора, за нового персонажа. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Так, стопэ, наверное, давай для самых маленьких, для вот таких, как я, отдельно проговорю и покажу способности. А для тех, кто шарит и кому это не интересно, вот тайм-кодик и переходим сразу к геймплею. Вот. Ну а для тех, кто вообще не представляет, что это за персонаж, давайте быстренько в лобаке покажу, на что он способен. Окей, значит, вот такой вот есть у нас пацанчик. Из оружия у него это автомат, да, который на ЛКМ просто зажимаете, стреляете, ПКМ это приближение, альтернативной атаки здесь нет. Способности, соответственно, освещающая граната, разрывной выстрел, заколдованный капкан и просто имбулька гнев божий. Это мы из арбалета начинаем шотать врагов практически. Что прикольного, то что у него способности бафаются, ну и разгоняются по депосу уроном от оружия. То есть мы качаем себе просто автоатаки и тем самым качаем себе еще и спылы. Ну, по крайней мере, первые, вторые. И четвертый спел нашего ульта также бафается уроном от оружия. Капкан наносит урон спиритический. Теперь давайте конкретнее по способностям. Значит, бросок гранаты. Во-первых, она у нас отскакивает и поджигает врагов всех в области. То есть, допустим, вот один отскок произошел. Сейчас как-нибудь попадем, подожди, за сколько. Вот, все, она взорвалась где-то здесь, но все равно враг поджегся и в области начинает тоже всех дамажить. Можно, если сразу попасть в противника, сразу же происходит разрыв, сразу же дамаг пошел. Вторая способность — это выстрел с дробовика, соответственно, наносит урон, отталкивает противника. И самое прикольное, что если противник врежется в стенку, то будет оглушен. То есть, вот, допустим, я стреляю, он отталкивается, не станется, но если бы он был ближе, вот такой вот станчик у нас происходит. Кстати, прикольный баф на максимальном левеле прокачки данного, соответственно, спыла, то, что наш следующий тяжелый удар будет освещен. То есть он будет чистым уроном дамажить. Ну, конечно, вы не особо хотите себе разрывной выстрел качать, но на будущее вдруг знаете. И бросок капканов, соответственно, ну, и здесь прикольный момент в том, что, по идее, мы не можем его поставить прямо под себя, да, то есть даже если вот мы присели, все равно он капкан пинает, он его возводит где-то там подальше. И им как-то нужно целиться, еще приноровиться, то есть, ну, он такой по касательной идет, как хаешка какая-то. В общем, под ноги не поставить. При этом, если капкан катнуть в стенку, то, по идее, он должен, да, немножечко отбаунсить от нее и, соответственно, отъехать немножечко назад, но если мы... Ну, короче, вы этого понимаете, все видите, все сами наблюдаете. Ну и самый сачок за этого персонажа, это, конечно же, его ультимейт, соответственно, прокладываем, он достает у нас после небольшой задержки арбалет, и мы можем трижды выстрелить в противника, соответственно, в голову, депос, я так понимаю, дополнительный критовый. Последний болт у нас будет освещенный, вот даже специальная анимация есть, наносит доп урон, чистый урон, и, соответственно, это прям вообще шикарно все работает. То есть, если мы прокачиваем данную способность, то потом можно будет лица сносить только так. Вот такой вот быстренький обзор способностей, а теперь погнали смотреть геймплейную катку. Let's go! Кстати, сразу вас предупреждаю, не судите здесь меня строго. Это моя суммарно 7-я или 8-я игра, в принципе, в игру. Не то, что за персонажа, да, а вот именно в игрульку. Так что будет, конечно, весело. Но, опять же, вроде неплохо получилось что-то плюс-минус тут вытворить в данной котейке, поэтому смотрим. Не почувствовал рейнджу второго спала, когда его прожимал, соответственно, не попал по противничку из-за этого. Но это не страшно, поскольку в данной игре маны, насколько я понимаю, в принципе ни у кого нету. Но есть какие-то, конечно, ресурсы, да, у некоторых персонажей, которые нужно накопить, чтобы потом нажать способность. Но... Я так понимаю, у 90% в принципе героев маны здесь нет. И это невероятно радует, потому что единственный ресурс, за которым нужно, так сказать, следить, именно базовый, да, это хпшка. То есть маны нет, это прям хорошо. Вот подошел, тычку с дробовика выдал. Кстати, получилось его даже чуть-чуть подстанить, поскольку он залетел в стенку. Тут он задолжил нашу тычку. Я так понимаю, мы, кстати, вообще им больно на самом-то деле. Крипы наши подпушили. Так что я дамажил, крипы наши дамажили, еще наш тиммейт дамажил. Улизнул. Улизнул противничек, буквально там, не знаю сколько, несколько десятков хп у него наверняка осталось, может даже чуть поменьше, не повезло. Ну так вот, по идее не хватает вам времени на то, чтобы после прожатия второго спыла, даже со станом, нанести усиленную тычку по противнику. Он выходит из стана гораздо раньше, и у него есть время достаточно много на самом деле, чтобы просто блок прожать. Поэтому не рассчитывайте особо на то, чтобы вот именно, знаешь, подстанить противника дробовиком, и потом этот стан еще и... атаку воспроизвести. Скорее всего, выгоднее просто на голову навестись и пострелять ЛКМ. Ну, либо какую-нибудь способность подкинуть, типа там гранату первую, условно. Тут меня нажимают стан, это мы уже выучили. По-моему, персонаж называется Seven, который вот это вот все в меня закидывает. Это робот, который сейчас справа сверху, вот видите, нарисовался. Он выбирает таргет, нажимает в него просто способность, даже целиться вроде не нужно, и спустя задержку этот таргет, который он выбрал, станется. Из персонажей, из-за которых мне пока что, кстати, нравится играть, это вот Венатор и япошка такая есть. Ямато там, не Ямато, не помню, как ее зовут, Ямахо. В общем, вы поняли. Японская девочка. По стилистике прикольная, дамага супер до хрена.
Именно такого магического, да, со способностей. Но что-то у меня за нее не получается выигрывать. У меня вот либо MVP катки, либо, ну, там какой-нибудь просто ключевой игрок, да, или как там пометка есть. Урона практически всегда топ-1 мапы, но вот именно победы у меня за нее всего лишь одна, насколько я помню. Хотя каток 4, что ли, или 5. Значит, какие-то странные противнички получили по лицу от нашей вышки достаточно много. Тут я очень хорошо нажал кнопки. Ничем не попал в Виктора, если я помню. Вроде это Виктор. И зачем-то этот Абоба решил здесь остаться. Впитал от нас 2 милишные тычки. Ну, тут мы его уже спокойненько просто добиваем. Но это, конечно, да. Это Витя у нас затерялся. Хз, зачем он остался, после того, как еще у него тиммейт помер. Он в нем решил как-то пойти лутбоксы, коробочки поубивать. Планировал захилиться. Я не знаю, что он планировал сделать. Просто подарил нам килл по сути. Значит, халдим скиллпоинт. Я не знаю, правильно это или неправильно. Вот у меня сейчас, видите, 3 скиллпоинта, если посмотреть самую нижнюю часть экрана. Так, подстанил противничка. Он не видит, что у него мало хп, пушит меня прямо до талого, до победного. Витя с ним за компанию. Витя, давай, долби. Нет, все, нажал равки, решил подвыйти. Так вот, да, у меня 3 скиллпоинта. Я так понимаю, есть смысл их захалдить, чтобы потом, когда появится ультимейт, сразу же его проапгрейдить. И чтобы наша ульта прям супер сильная стала. Потому что она у него и в базовой, так сказать, в стоковой версии ультимейт, это прям вообще какая-то конфетка. А если его еще и прокачать, то это забей полностью вообще. Вот. Но по системе прокачки тут как бы ко мне лучше, да, за чистую монету не брать мои выводы, теории и так далее. Это все не про нас. Тут я решил, короче, затаиться. Я так понял, что мне не особо опытные противнички. Ну, как бы я и тоже не то, чтобы опытным, я говорю, да. 5, 7, 8, 9 катка всего лишь суммарно на аккаунте. Но вот этот Витя Альварес какой-нибудь с противничков явно что-то да не понимает. Я вот думаю, что он все-таки как-то, знаешь, подойдет поближе к мне, чтобы я смог его там с ультимейта закрыть. Но как-то он все-таки не рискнул пойти прям сильно далеко и глубоко, поэтому ладно, я уже вышел из засады, так уж и быть. Но какой-то тупо Ван Хельсинг в натуре. Ты ходишь с арбалетом, ты ходишь с пулеметом, у тебя есть капканы. Все, расчехляю, короче, свой болт. Первый промах, вторым попал. Ну и третьим уже чистым уроном сейчас попробуем ему чпокнуть. 380 урона наношу, и вот здесь критическая ошибка. Я не знал, что настолько много урона от Т2 залетает по моему персонажу. Просто 70% хп мне снесла вышка. Благо у меня получилось вместе там худо-бедно добить этого Виктора. Да, ну и сам я, соответственно, тоже отправился в таверну, перенаглел. Ну, короче, если бы я не впитал урон от вышки, то я бы еще и выжил вообще совершенно спокойно. В общем, мув изначально правильный, но просто непонимание некоторых механик, конечно, понесло, да, свои плоды. И мы отправились в таверну. Но я прикупил прямо невероятно вкусный артефакт на данного персонажа, который позволяет нам быстро релоудиться. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Прилетел на другую соседнюю линию, и пошла охота на волчицу. Хорошая граната, попал по обоим, и по Реми, и по волчице. Не помню, как ее зовут. Сильвер, что ли? А может, и не Сильвер. Ну и тут, да, у нас 3 тиммейта, суммарно считая меня. Поэтому как бы остаемся и охотимся дальше за пацанчиками. Все, Реми решил не убегать через лагерь крипов, поэтому добила моя тима. It's не проблема. Попался в капкан волк. Волка убили. Ай! И я ударился локтем. Вот так вот. Настолько я переживаю в данной катке. Соответственно, когда ты начинаешь релоудиться с этим артефактом, у тебя есть определенная пометочка. Вот видите, зеленое деление такое, зеленое... Ну, как это назвать-то? Не траектория, а зеленое, блин, слово из головы вылетело. В общем, вы должны попасть в тайминг, и тогда у вас, во-первых, моментально откидешится ваша перезарядка, и вы еще получите бафы на скорость передвижения, там что-то на урон, по-моему. Вон они слева, кстати, пишутся. Да, либо скорострельность у нас повышается, скорость передвижения и что-то еще. И лайфстил, по-моему, 18%. Йоу, снова капкан волчицы. Долби. Ну, посмотри, да? Прям действительно гораздо быстрее у нас автоатака летит. Поэтому, да, артефакт как будто бы супер имбульно на данного персонажа смотрится. В том плане, что у нас, во-первых, перезарядка долгая, мы ее быстрее гораздо кэдэшим. Ну, считаю, в 2 раза, да, быстрее у нас перезарядка происходит. И, во-вторых, ну, мы этот огромный магазин на 40 патронов, а дальше он будет еще больше. Просто с повышенной скорострельностью на 22% выплевываем просто в противника. Это великолепно. Попал гранатой в волчицу, она дотикала от урона. Тут, короче, не... Да, 2 из 3, по идее, попадания есть по Реме. Добьем? Добьем, найс. Дабл-клип. Дабл-клипс нафармляем. Окей, let's go, долби. Найс. Компренте. Каписко. Вадене. И так далее.
Чем заниматься по карте, по мапе, когда лайн запушен, когда враги убиты? Можно, конечно, фармить лесных крипчиков. И вроде бы Винатор делает это хорошо, опять же, учитывая, что у него огромный магазин. Можно вот так вот релоудиться, вампириться, ускоренно мопсов, конечно, гасить. Да, все это вместе синергируя с обычными тычками. Но, понятное дело, как-то затерялся у меня темп. Видишь, но опять же, это пока что слабое знание карты. Надо знать, где какие объекты находятся. Лучше понимать, что там нарисовано справа снизу, потому что карта маленькая, как по мне, слишком. И вот все вот эти вот магазины, кемпы и так далее, очень тяжело мне их отследить. Мне не хватает. Мне надо побольше как-то все это сделать, наверное, в будущем, если так вообще можно минимапу увеличить. Так, значит, волчица тут немножко подошла. Хотел ее в туза зайти с ней сбоку, но как-то вот они, видишь, подвышли, плюс хп у меня не особо много, но прилетает третий наш тиммейт, поэтому надо сейчас к ним прямо жестко тулиться в них. Ультует котик, кидает нас в слип. Слип заканчивается, мы просто бежим к котику и бьем котика. Потому что котик не понял, что тут слишком много врагов и слишком мало тиммейтов, и еще вышки у него нет. Поэтому закономерно отправляется в таверну. Ну, короче, скорее всего, противники у нас не особо опытные. Явно не особо опытный там Виктор, который с нами на лайне стоял. Насколько я могу опять же судить. Не особо как-то следят за минимапой котик. И его тиммейт там с ним на лайне. А, и волчица, да. Но, по-моему, более-менее неплохо играла Хейза, или как там зовут вот эту вот огненную чувиху у противника. И вот какой-то робот еще есть. Хрен знает, кто это. Не помню. Не помню. Не видел. Не знаю такого. Летим дальше на лайн. Фармить крипсонов. Я так понимаю, здесь именно за крипсонов ты получаешь больше всего, ну, и опыта, и голдишки в виде душ. Соответственно. Поэтому, если у вас получается в соло постоять на лайне и пофармить крипсонов, то это прям вообще идеальный сценарий, который вы хотите видеть. Потому что вы тогда забираете full экспу, забираете full деньги. Ну, в общем, базовая такая. Базовый сценарий, базовый принцип. Главное, не заходить слишком далеко, чтобы вас не загенгали вражеские герои в превосходящем вас количестве. Допустим, вдвоем. Это будет печально. Тут я слышу какие-то звуки, понимаю, что вот Хейза пришла ко мне. Видишь, просто на слух ее определил. И я вот не знаю, сильнее ее, не сильнее, но судя по тому, что она убегает, наверное, все-таки она меня боится. Особенно моих, да, мои ушки золотые, которыми я ее услышал. Какой-то бустер, смотри, какие-то мувмент вообще, фишки юзают, что-то там пробел, зажал на, соответственно, зиплайн, потом какой-то рывок туда-сюда. Ну, в общем, мы этого бустера сейчас будем догонять с вами. Кидаю ему гранатку под задницу, все, он горит, он, по-моему, еще замедлен, да, с этой гранатки немножко, тут я не уверен. Хороший выпрыг у меня получился, и мы ее добиваем. Ну, в общем, бустера наказали. Наказали жесткого бустера. Я вижу по минимапе, потому что я игрок в доту, профессиональный. Я вижу, что бежит Абоба и пытается кувшинчик перенести на другую часть карты. Это, в общем, такая задача курьера. Он в это время не может атаковать, не может использовать способности. Но если он добежит, то очень хороший буст по... ну, голде, считай, по душам, получит его команда. Он пытался меня надурить, но надурил его я. Подстанил, дал ему тычку под задницу, и сейчас надо бы... Ой-ой-ой, хорошо, Депас пошел. Капканчик раскинул. Арбалето. Убийство происходит. Просто его приговорил. Приговорил его гневом божьим. Не знаю, можно ли выстрелить в эти, короче, вышки. Один раз нажал просто ЛКМ. Ну, вроде бы Депас нанес, да? Т3 Таверу. Вроде. Тут я вот могу, видишь, ошибаться. И перехватили, в общем, и посылку. Сейчас сами ее доставим. Это будет для нас и для нашей команды, да, хороший буст, соответственный. Тот, кто доносит вот этот вот кувшинчик, получает еще дополнительное, там, что-то на 30%, что ли, больше душ, насколько я помню. Может, какие-то еще бафы. В общем, да. Тут решил, короче, автоматик подолбить все-таки. Понятное дело, что на моего тиммейта напал какой-то вражина. Но я, да, решил пофармить сначала автоматик. Добиваем 7-11, остается Хейза. Опять же, следим за ее ультимейтом, она начинает раскручивать вихрь, который очень много дамажит. Выходим из-под этого вихря, она убивает моих тиммейтов. Здесь я промазал гранатой, хотя она сделала один отскок и могла чисто теоретически просто сплэшовым взрывом ее зацепить, но не зацепила. И я вот не знаю, здесь пушить дальше или не пушить. С одной стороны можно, но видишь, я говорю, там какой-то ёбнутый чел. Не знает там, куда бегать, что там. Вот здесь надо было просто нажать, кстати, в него рывок, и я бы, скорее всего, добивал, но я пока неопытный, я пока маленький игрок в эту игру, и поэтому не смог догнать самого сильного противника, походу, из всей команды вражеской. В общем, все, подвыйдем. Давайте подвыйдем, да. Стало страшно. У меня еще ульта на КДшке. Вот была бы ульта, кстати, можно было бы прям вообще там всех расписать. Но поскольку ультимейт на КД,
этого мы не сделали. Закупился в магазине, пока не особо, в общем, шарю за магаз, просто покупаю то, что в сборке стоит. Ну, понятное дело, там читаю после покупки, что делают какие-то вот эти вот у меня предметы. По типу того же шмотки на релоуд. Но именно чтобы самому там определять сборки, не-не-не, забей. Мне пока даже названия всех артефактов неизвестны. А тем более их описание. Еще один вроде килл. У нас 14 тысяч душ, топовый нетворс карты, насколько я могу видеть, да, топовый нетворс карты. Но у меня тимка, я так понимаю, посильнее попалась в этот раз. А противнички вот флексят жестко. Зиплайна просто к нему прилетел, убил. Робота Севена нормально получилось. И сейчас можно подпушить как раз таки Т3 в вышке. Потому что и крипы здесь, и ящерка какая-то моя союзная тоже здесь. Вроде это Вайпер, а вроде и не Вайпер. Хрен его знает, как его зовут. Поэтому ломаем товара. Прибегает Хейза. Получает по лицу. На самом деле, кстати, достаточно много урона залетело. Не знаю, это только я и столько нанес урона, или еще мой тиммейт тоже, или крипы. Вот в этом плане хрен поймешь. Ой-ой-ой, какая больная, по ней залетела хаешка. Я сейчас пытаюсь ее догнать. Можно было пойти слева, но я решил как-то обойти. Меня что-то кто-то бьет, я вот ничего не понял. Какие-то лучи в меня с вышек почему-то всасываются. Непонятно, почему именно в меня, а не в моих тиммейтов. В общем, тут я ничего не понял. Даем болтик в ультимейт вот этого пацана. Не успеваю выдать последний с чистым уроном тоже болт, потому что у меня КД закончилось, и надо бы, короче, подвыть. Что-то тут душно стало. Не даем волчице в нас прыгнуть за счет дробовика и текаем. Все, текаем на базу, подхилимся. Вайпера продаем союзного. Но как бы мы уже слишком далеко зашли. Мы МТ-3 сломали, и хрен бы с ним. Все, и хорошо. И можно выйти. Стрик отдавать не хочется, anyway. Слишком много у нас всего. Ситуация по карте, да, что у нас происходит. Почему-то не убивают здесь никогда Рошана, вот этого босса центрального, который дает нам 3 Аегиса на команду, то есть трижды можно умереть, насколько я знаю, и в этой же точке тебя или твоих тиммейтов поднимет. И вот почему-то очень редко эти самые Рошаны забираются. Ну, ладно, опять же, это, наверное, просто потому, что сейчас средний уровень игры маленький для моего аккаунта. Тут я не знал, короче, можно ли прострелить сквозь вот этот кубик моего желейного друга. Как оказалось, нельзя. Раскидываю капканы просто потому, что почему бы их не раскинуть, и чейзим волчицу в очередной раз. Просто реально говорю, охота на нечисть. Литерали ну, вы поняли. Хельсинг. Да. Здесь попытался тоже вот мувмент жесткий, видишь, да, сделать через... Опа! И это сработало. Я не знаю, каким образом она ко мне тут попала. Подстанил ее. Че, хватит? Ну, должно хватать депса. Все, ее добили. Найс, отлично. Поскольку оказался рядом с кемпиком, решил его тоже подфармить. Ну и вот такими вот движениями просто двигаемся, играем данную игру, познаем ее все необъятное и непознанное бытие. Не знаю, Deadlock пока что, понятное дело, по крайней мере, в первые игры затягивает максимально. Очень много инфы надо как-то для себя выяснить, изучить и так далее. Снова ловим в капкан пацанчика и просто его с ножа в голову убил. Я не знаю. Прикольно получается. Да. Просто кинул капкан, пацанчик сам в него, по идее, и зашел. Ну, ради правды, конечно, когда ты играешь против вот этого вот дурачка, как его там зовут-то, против Вальхельсинга, сложно замечать его капканы. У них не то, чтобы какая-то, знаешь, анимация присутствует сильная. Действительно тяжело их отслеживать. Ну и плюс, опять же, я кинул ему под ноги капкан прямо во время боя. Так, вышел на Хейзу. У нее то ли хп мало, то ли у меня урона много, я хрен знает, но ей действительно больно, и это факт. Снова прибегает волчица, я расчехляю свой арбалет, болт раз, болт 2, все, убили. Просто покрал нечистюгу. Приближаемся, сейчас будет снайперский. Хедшотиксон. Дабл клип, найс, let's go, долби. Если честно, я не думал, что мне хватит на нее урона. Я просто кидал, чтобы продамажить. Но и мало того, что я в нее попал, я еще ее и убил. Чисто в хедшотом прилетело по подруге. Но это еще был, кстати, финальный болт, вот этот третий, который чистым уроном, да, хреначит. И еще и, получается, в голову я попал. И суммарно это все выдало неимоверное число депса. Я не понял, куда вот этот пацан сейчас полетел после своей ульты. Очевидно, он здесь должен умирать, потому что он тупо один. Все, с моей тимой мы его тут доковыряли. Так, ну все. Минус сколько там? 3 игрока. Сломали им 2 вражеские вышки, еще Т3 тоже пока здесь были на миде. Ну и как будто бы ситуация для нашей темы прям максимально прекрасная.
Единственный вопрос, я не особо понимаю, почему у нас такая нехватка по душам именно команды. У нас 96 тысяч душ, а у противника душ, сколько там сейчас нам покажут? 83. Ну, то есть не то, чтобы прям какое-то солидное преимущество. Я понимаю, что мне тут крыса на базе в виде котика. Надо эту крысу наказывать. Поэтому будем сейчас ее чейзить. Я так понимаю, короче, от Винатора хрен убежишь, потому что у нас очень мобильный перс, учитывая вот эту вот еще шмотку на перезарядку. Ну смотри, почти получилось капканом его поймать, но, естественно, у капкана есть время на то, чтобы он как это называется? Возвелся, вот. Да, время на возведение капкана, поэтому он не раскрылся под ногами котика, хотя кинул я его, кстати, почти идеально. Да. Ну так вот. От Винатора хрен убежишь. Потому что ты, когда используешь шмотку на перезарядку, тебе еще movement speed добавляется. Плюс я еще одну себе шмотку, просто пассивную movement speed увеличивающую купил. И по идее это прям такая чейз-машина. Если ты сильнее противника и какая-то ситуация 1x1, то хрен ты от него убежишь. Ну, по крайней мере, такое ощущение у меня вот возникло. Вот такое ощущенница. Летим к нашей команде, потому что, да, мы сплит-пуш противника остановили, кота убили. Сейчас можно, соответственно, и самим этим делом заняться. На дальнюю дистанцию, конечно, урона ни хрена нет. Так, я тут куда-то не туда зашел. Сразу это понял, сразу подвышел. Какой-то фиолетовый луч в меня летит. Я так понимаю, это ультимейт Робокопа. Да, и расчехляю арбалет. Тычка раз, убийство 2. Попал, все отлично. Все 3 из 3 есть. Великолепно. Виктора убили, это у него ультимейт в Райс Кинга, то есть реинкарнация. Кинул ему туда капкан, вроде подстанил его. На капкане пытаюсь, на подкате точнее, пытаюсь уйти, релоуднулся, доджим его тычки. Еще в чем фишка в этой игры, ну опять же для тех, кто не знает. Когда ты в подкате, у тебя бесконечные патроны, то есть патроны из магазина не тратятся. В этом плане, если ты в подкате стреляешь, это гораздо выгоднее с точки зрения, ну да, что у тебя релоуд просто позже будет и все. Какое-то у нас здесь дуэльное месиво с ним происходит. Вроде бы я сильнее, но видишь, я еще не особо уверен в своих силах, и поэтому не особо хочу его прямо чейзить туда глубоко. Так издалека по нему накидываю. В надежде, что он попадется в капкан, но он заходит в мою ловушку. Просто сети мои расставлены. Боже, Виктор, Витя, ну как же так? И в очередной раз мы его убиваем. Просто майндгеймс лютый происходит. Видишь, забайтил его на выход. Обратно на базу, предварительно поставив там кэп-кэн. О май гадабл. Что ты творишь? Вот так вот и играй потом в эту игру. Ну и по идее должна падать вражеская архиматерь. Это как бы трон противничка. Но что-то ни хрена. А что так много урона? Что он прям дамажит и дамажит, дамажит и дамажит. Пытаюсь убежать. Получится ли? Не факт. Задефали противнички свою архиматерь. Ну как раз таки за счет ультимейта вот этого Севена. Роба Севен, который летает и всех этим молнией бьет вокруг себя. Присматриваю, что это за шмотки у нас такие. Сколько они стоят, что дают, тудым-сюдым. Рекомендуют качать после ультимейта капкан. Как будто бы, не факт, что это прям такое решение справедливое. Не знаю, надо изучить этот момент. Опять, видишь, раскачка, я тут не подскажу. Я просто играю по сборке. Пока для личных сборок и для личного анализа далековато. Надо вообще в игре разобраться, чтобы этим всем делом. Да. Значит, решил подобрать урну. Решил поработать посыльным, потому что как-то у нас немножечко темп игры подупал. И опять же, видишь, про то, что я говорил, почему-то не забирает наша команда Рошана, хотя можно было бы совершенно спокойно это сделать. Я понимаю, что все-таки, ладно, слишком много у нас тиммейтов на вражеской базе, они прямо их оккупировали, и надо идти им помогать. Не время для урны. Вообще, в идеале, конечно, Рошана бы убить и потом все, игру закончить. Но умирает вражеский 7-11. Я расчехляю, соответственно, арбалет. Тычка раз, тычка 2 по котику. Бля, как же много урона, боже. Не понял, куда он делся, вроде бы должен был попадать. А, все, я понял. Котик нажал, соответственно, свою кнопку, которая позволяет ему присосаться к тиммейту и как бы стать бесплотным, и в это время тиммейта хилить. Поэтому я котика не убил. Он успел, да, залезть в свою хейзу. Ну ладно, ничего страшного. Ничего. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Кто помнит, тот помнит. Но это что-то вообще на старом, на далеком уже. Ну и все. Что-то меня подмучили. Поднадоели они мне. Я прям хочу упороться в их трон и уже снести его. Потому что, ну, сколько можно терпеть это? Неуважение. Я вот тоже так подумал. Поэтому по возможности, да, сейчас буду нацелен на трон. Но видишь, они прям дефуют максимально. Прям забились на базе, сидят. Какие-то в меня
Хуки кидают, хрен поймешь, что происходит, кто-то умирает. Пытаемся, соответственно, просто доджить максимально много урона и максимально много урона наносить. Но это как бы база, крипы мешаются, тоже база. Как-то неприятно, да? Осаждать вражеский трон. Прям максимально неприятно. У тебя крипы под ногами спавнятся, могут в них с пылы улетать. При этом сам трон, понятное дело, периодически там какие-то вообще мощные, дамажные, ауешные кнопки нажимает. При этом ты должен быть близко к трону, чтобы его дамажить, а иначе ты не можешь его тупо просто вообще в принципе, да, урон наносить. Так еще и противники, естественно, АФК не стоят и под это все делать, а тоже говном поливают всякими кнопками и так далее. Поэтому да, тут надо, конечно, поаккуратнее. Просто раскидываю капканы. Вот пошел ультимейт какой-то фиолетовый снова. В общем, душно максимально. Архиматерь, видишь, не падает. Надо именно в кругу быть, чтобы по ней дамаг проходил. И они еще ресуются очень быстро. Вот вроде бы ты их убиваешь, но он уже снова реснулся. Короче, расчехляю арбалет. Тычка раз, тычка два. Первый, кстати, промазал. И что-то ультимейт не заметил. Он кто-то вылетел. Убили, в общем. В общем, убили, они, в общем, задефались. Очень душно, невероятно душно. Прям, как душно. И опять же, не понимаю, почему у нас нету лютого перефарма по голде. Командный, суммарно. На 153 тысячи, у них 146. Да. Видимо, надо больше преимущества как-то нафармить и потом уже заходить на трон. Ну, опять же, либо хотя бы убить Рошана и покупать шмотки. Кстати, Лич как будто бы прям имбой выглядит, не? Кража здоровья спиритизмом, кража здоровья, я так понимаю, стычек просто с автоатак, ну, которая именно стрельба обычная, ЛКМ. Так, подскипал я немножко наблюдение за своим тиммейтом. Там было очень интересно, конечно, но лучше все-таки, да, понаблюдать за собой. Вот мы реснулись и летим на мидок. Тут решили противнички пойти в ответный пуш. Вот такое вот удивительное решение с их стороны. То есть не Рошана забрать, пока мы мертвые, а просто пойти, я не знаю, вышки ломать по лайнам. Ну, естественно, они за это поплатились. Двое уже в таверне, третий в таверне. О, все умерли просто. Вся моя тима нажала все свои кнопки, убила всех противников. Ну вот сейчас же идеально, просто спустись вниз, забери Рошана. Я им даже пингую на карте. Не хотят. Не хотят ничем таким заниматься. Но это супер странно, как по мне. Просто убили бы Рошу и сейчас закончили бы игру вообще без каких-либо проблем. Еще противничек затерялся. Йоу, я просто его стер. Просто его стер с автоатаки, ашала. Сколько там урона, конечно, взлетает. Гадэм, немножко муву там показываю. Лютого, лютейшего губ. Но вот почему-то урну они решили донести. Да, тоже такое командное типа действие. А вот Рошана забрать, который гораздо больше нам даст, не хотят. Ладно, все, хрен с ним, отпускаем эту ситуацию. И идем, пытаемся заканчивать просто так. Тем более, что нафидела вражеская хейза в соло, когда вся тима была мертвой. Нужно было в ФК постоять. Меня, короче, немножко замучило стучаться в эту закрытую дверь. Решил их обойти. Тычка раз. Убийство, аннигиляция 2. Скотика тоже просто ваншотнул. Гаддэйм. Ты посмотри, какой много урон. Йоу, еще и волчицу. Я не знаю, всех убили, короче. И с автоатаки трон ломаем. Это не персонаж, а сказка какая-то. Ну, понятное дело, да, это против меня неопытные игроки. Ну и я тоже играю седьмую катку, поэтому все справедливо и все честно. Вот такая вот ситуация, народ. Сейчас покажу вам послематчевую статистику. Забираем MVP, нам сыпятся лайки, все нас любят, все нас уважают. Соответственно, тиммейты, да, тыкают нам лайк. Естественно, мы тоже дадим им лайк, потому что мы не жадные, не проблема. Вот такая вот послематчевая статистика. Пишите, народ, что об этом думаете, как вам игрулька, как вам мой геймплей для второй игры на персонажа, седьмой игры суммарно. Всем же вам желаю удачи, всем прогрессии в освоении, наверное, дедлока. Всем пока!